Обновленная версия классических смарт-часов под названием Xiaomi Amazfit GTR 2 2022 года. Они имеют легкие и качественные материалы, приятный дизайн, измерение уровня кислорода в крови, уровня стресса, измерение пульса и мониторинг сна, хорошую автономность, отличный большой AMOLED-экран, наличие GPS плюс GLONASS навигация, а также возможность загружать музыку на сами смарт-часы, что является большим преимуществом. Обо всем этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Amazfit GTR 2 2022 года. Что же у них там на самом деле с этим девайсом, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вот в этой разбитой коробочке мне пришли новые часики. Я купил Amazfit GTR 2 New Version, и когда-то, года полтора назад я делал на них обзор. Это дело должны были обновить. Чем его обновили, я, если честно, не понимаю. Почему? Потому что здесь также написан Bluetooth версии 5.0. Может быть, там он еще ниже был, но я уже не помню. Bluetooth звонки есть возможность. Ультра долгая батарея, поддержка Alexa, которая большинству из нас не нужна. Все вокруг здоровья и фитнеса и музыкальная память для проигрывания. Посмотрим, оценим, и я думаю, что мы будем рады. Почему? Потому что это дело стоит немного, с одной стороны. С другой стороны, выглядит оно всегда хорошо. Если, конечно, там что-то мне дошло живое в этой коробке. Ну, это потому что дичь. Будем распаковывать, как будто, не знаю, конфетку я распаковал, да? Спасибо Почте России. Вот такая коробка должна была быть, только не помятая. И часы в целости и сохранности. Все достали, на все посмотрели. Разумеется, кабельное хозяйство у нас будет с двумя пинами, скорее всего. Да, два пина. Вот этот стиль, когда что-то просто квадратное, что-то просто круглое и что-то хорошо выглядит, они так и остается. Да, безель здесь отсутствует, ничего не утоплено, рамки довольно крупные, но химией пахнет прилично, но вот ремешок. Качественный, нравится, классный. Размер ремешка, думаю, совершенно стандартный, где-то 20 миллиметров. Нет, 22. Нечего думать. Обычно в миниках у них 20 миллиметров, а в таких девайсах у них 22 миллиметра. Здесь у нас документация. Вывалили все. В документации у нас есть самое классное и главное, это QR-код. Все эти инструкции и все остальное, по большому счету, вы всегда увидите в программе. Две кнопки. Здесь у нас, по сути, микрофоны и динамик. И насколько хороши данные часики, я спойлерну сразу. Они великолепны, учитывая стоимость. Вибра, как всегда, радует. Вес вместе с ремешком, потому что с ним вы все-таки будете носить данное устройство. 48 граммов, чтобы никто не ругался. 65 у Apple Watch 7 версии. Диаметр 46 миллиметров. Толщина 12,3 мм. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще iPhone 14 у меня разыгрывается, еще OnePlus Nord N20 SE и еще много мелочей смотрим в описании или на канале. Про что-то забываю, на стриме вспоминаю. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются данные часы в разных вариантах расцветки, а именно угольно-черный, грозовой черный и искристый серый. Дизайн смарт-часов отличный, выглядят они стильно, корпус часов выполнен из алюминиевого сплава и матового пластика, а с фронтальной части экран покрыт закаленным стеклом с олеофобным покрытием. Ремешок силиконовый 22 мм, тактильно приятный и не топорный. Качество материалов самих часов хорошая, сборка качественная. При носке часы не ощущаются и спать в них комфортно, за что отдельный плюс. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчик мониторинга здоровья. На борту из датчиков BioTracker 2 с поддержкой измерения уровня кислорода в крови, датчик давления воздуха, акселерометр, гироскоп, трехосевой геомагнитный датчик и датчик внешнего освещения. Также на корпусе есть две физические кнопки. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню и возврат, а нижняя в стоке за переход к тренировкам. Переназначить команду нижней кнопки можно, что очень даже удобно. Кнопки нажимаются хорошо и во время носки не мешаются. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем с разрешением 454 на 454 точки на 1,39 дюйма. Дизайн изогнутый, без
безеля. Плотность пикселей более чем достаточная, 326 ppi для часов это космос. Рамка на борту, но я бы не сказал, что для данных размеров смарт-часов она большая. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу часов удобно, не раздражает. Автояркость на борту и под разное освещение датчик подстраивается хорошо, без каких-то глюков. При прямом попадании света на экран яркости мне достаточно, вглядываться не приходится, что радует. Интерфейс доступен на русском языке с неплохим переводом и таким же шрифтом. Цветопередача у экрана отличная и насыщенная, автовыключение экрана максимум до 30 секунд, постоянно включенный экран максимум 20 минут. Always on дисплей на борту, вдобавок он полноценный, что радует. Стиль AODA зависит от циферблата, а также есть 3 готовых стиля на самих часах. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно хорошо, приблизительно через полсекунды. Накрытие экрана ладонью для отключения дисплея также на борту. Далее с главного экрана по свайпам все более чем стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое. Снизу вверх уведомления, и дизайн интерфейса с уведомлениями слегка улучшили. Теперь он стал приятней. Слева направо и наоборот виджеты, которые можно настроить прямо с часов. Ко всему Amazfit еще добавили удобный виджет, который вмещает в себя много различных приложений. Меню также стандартно для Amazfit, и в нем есть система оценки состояния здоровья Pi. Измерение ЧСС, кислорода в крови, тренировки, активность, измерение давления, а точнее это измерение уровня стресса. По каким-то невидимым причинам Amazfit решила переименовать данную функцию. Далее есть погода, события, музыкальный плеер, через который можно управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне, а также воспроизводить музыку, загруженную на сами смарт-часы. В плеере есть возможность сразу же подключить Bluetooth устройств, к примеру, Bluetooth наушники или колонку, посмотреть плейлисты или изменить источник аудио. Далее есть будильник, компас, поиск телефона, высотомер, таймер, секундомер, который спокойно может работать в фоновом режиме. Вот вам и мультизадачность. Также смарт-часы имеют голосовое управление, но, как всегда, для проживающих на территории Российской Федерации данная функция вообще не актуальна. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0, к сожалению, 5.3 они не запихали, хотя это вроде бы обновленка. Подключить внешнее Bluetooth устройство, как я уже говорил, возможность есть, а вот нагрудный датчик подключить нельзя, и это эпичный фейл. Скажем нет спортсменам, как говорится, да? Wi-Fi на 2,4 ГГц, спортивных режимов 90 видов, отслеживание плавания на борту. Умное распознавание также в наличии с поддержкой 5 видов тренировок и регулировкой чувствительности распознавания. GPS плюс GLONASS и местоположение определяет до 8 секунд. Карты часы строят хорошо, иногда проскакивают отклонения в 1-2 метра от маршрута, но не критично, опять же, смотря какой вы, правда, маршрут выберете. Загружать маршрутные часы нельзя, а пользоваться плеером во время тренировки можно, что удобно и логично, потому что на сами же часы можно загрузить музыку. Ко всему этому есть возможность полноценно пользоваться часами, не прекращая тренировку на часах, и, к слову, данную многозадачность я все чаще начал встречать в новых моделях Amazfit, что, как по мне, очень даже верное направление. Напоминание о разминке приходит, далее звонить часов нельзя, входящий вызов можно принять, сбросить или поставить на беззвучный режим. Быстрых ответов нет, это эпичный фейл, потому что в каких-то там браслетах Xiaomi Mi Band 6, Mi Band 7 и у тех же Huawei все это можно делать. Так что печаль Amazfit. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибрации нельзя, но в приложении можно установить пользовательскую вибрацию, и за счет нее, конечно, все это дело вывозится. Уведомления приходят моментально, смайлики отображаются, как и иконки приложений. Уведомления можно посмотреть и удалить, быстрых заготовок на уведомления нет, к нашему сожалению. Далее пульсометр работает как в автоматическом режиме с периодичностью в 1 минуту, так и в ручном. Измерение уровня кислорода в крови происходит только в ручном режиме, еще один эпичный фейл. Измерение стресса работает в автоматическом режиме с периодичностью в 5 минут. Пульсы воздуха часы не измеряют, что очень хорошо. На руке показатели меня порадовали, за время использования некорректных показателей я не встречал. Сон мониторит хорошо, результат мониторинга можно посмотреть в приложении, как и все фазы сна. Дневной сон смарт-часы также мониторят, так что любителям прикорнуть днем они помогут. Минус в том, что на самих часах не отображается мониторинг сна, как у большинства часов сейчас. Я не знаю, что это за тенденция, но она ненормальна. Всегда нужен еще смартфон, получается. Емкость аккумулятора 471 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 23 минуты. В интенсивном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, периодичными Bluetooth-звонками и так далее они прожили у меня 4 суток. Конечно, наряду с умными часами, которые по 24 часа живут, GTR 2 показали хороший результат. Но, как по мне, с данным функционалом они могли бы жить и подольше, хотя бы те же 6 суток. За 30-минутную тренировку с GPS уходит 9% заряда. В целом, время автономной работы неплохое. Постоянно подкидывать на зарядку их не приходится, что уже радует, хотя очень близко к Apple Watch. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер. Смарт-часы не боятся погружения в воду, поэтому я окунул их в проточную воду. Плавать, разумеется, с ними можно. С ними ничего не произошло после воды. Функционал остался рабочим, и внешние часы никак не пострадали. В сауну, баню и подобное с ними ходить нельзя, так же, как плавать в соленом море. Почему? Потому что соль очень плохо на электронику действует. Летим дальше. Amazfit
GTR 2 2022 года работают в паре с стандартным приложением ZEP. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг нашего здоровья, вторая предназначена для тренировок и последняя профиль, через который можно перейти к настройкам самих часов. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, что удобно, настройки мониторинга здоровья, которые у меня очень долго прогружаются, настройки уведомлений, магазин с циферблатами. На выбор, конечно, мало, но хорошо, что можно установить любую фотографию на заставку. И в стоке на часах есть пользовательские watchface, которые можно также настраивать под себя. Помимо перечисленного, также есть возможность пользоваться настройками смарт-часов, которые идентичны настройкам на самих часах, устанавливать блокировку с паролем при снятии смарт-часов с запястья, настроить меню и карточки быстрого доступа и обновить прошивку как устройства, так и приложения. Прошивки мне уже прилетали. Минусы: некорректная работа приложения, нет NFC, нет возможности вставить сим-карту или завести eSIM, нет заготовок для быстрых ответов на уведомления или звонки, нельзя звонить прямо с часов, можно только принимать вызов, нет графика мониторинга сна на самих часах. Да и вообще здесь не особо много суперфункций, хотя с другой стороны мультизадачность та же есть. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она вас приятно удивит. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. И всем, кто хочет помочь проекту, разумеется, подписывайтесь раз, а два, в комментариях напишите что-нибудь ободряющее, без мата, хамства и рекламы, и огромное вам спасибо за любой комментарий. Резюмирую, умные часы Xiaomi Amazfit GTR 2 2022 года от концерна Huami относятся к смарт-часам, которые имеют отличный внешний вид, качественные материалы и неплохой функционал. Чего-то нового я не увидел. Сказать, что я в восторге от данной модели, я не могу, но при этом они действительно неплохие, как для простеньких смарт-часов с хорошим мониторингом здоровья и основными полезными функциями. Когда они только вышли когда-то давным-давно без обновленки, это было вау. Сейчас это что-то тривиальное, но учитывая стоимость, это обкатанная тривиальная вещь, которая стоит своих денег однозначно. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Девайсу однозначное, скромное. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.